Друзья, скажите, пожалуйста, почему мне нравится вот этот автомобиль? Я вам отвечу, он мне нравится, потому что это мой автомобиль. Это Land Cruiser 100 2000 года выпуска, VX, двигатель бензиновый, 4,7. В общем-то, в интернете, в частности на ютубе, очень много обзоров этого автомобиля. Там рассказывают про плюсы-минусы, где что находится, где какая кнопочка. А вы скажете, а что тогда ты здесь стоишь? О чем ты хочешь рассказать? А я вам просто хочу рассказать о опыте эксплуатации этого автомобиля. Где что делал, ремонтировал, как он себя ведет. Так, владею я этим автомобилем, в принципе, недолго, где-то месяцев 6-7. За это время проехал, порядка где-то 1015 километров. Что за это время у меня было, как он себя зарекомендовал? Скажем так, не все было в порядке по ходовой части, по кузову. По кузову это там мелочь, ерунда. Это, допустим, поменяли стекло, там бежала водичка. Вот. В общем, приступим. Итак, господа, я вам скажу, почему я его купил. Прежде чем его купить, я очень много интересовался им в интернете, шерстил отзывы, технические характеристики и так далее. На данный момент самый большой минус у этого автомобиля, я вам скажу, это налог. То есть очень большой налог, но с этим налогом можно справиться, выплачивая его в течение года. То есть можно разбить весь налог и платить по месяцам, у кого какие возможности есть. Можно заплатить все сразу. Вот. Вы скажете, не только налог, с таким объемом двигателя он и кушает бензина очень много. То есть бегемот, можно так сказать. Но я вам скажу, что здесь установлено газобаллонное оборудование. Устанавливал не я его,
То есть я уже взял его с этим оборудованием. Давайте сейчас посмотрим, какое стоит оборудование, я вам покажу. Давайте откроем капот. Опа, так, вот оно стоит, наше газовое оборудование. Так, сейчас, минутку. Вот оно оборудование. Итальянское, Лавато, как сказали, 4-го поколения. Вот он непосредственно редуктор со всякими шлангами и так далее. Вот. Здесь под этим кожухом находятся форсуночки газовые. Вот так. Что еще? Ну, в принципе, бак у нас стоит сзади, в месте запасного места, где находится запасное колесо. Вот вы смотрите. Этот баллон называется тироидальный. Емкость этого баллона точно не могу сказать, но примерно 80-90 литров. Так, вот отсюда видно, наверное. Вот они стоят. Тоже редуктор стоит. Вот. И так далее. В общем, что я могу сказать? Вот в салоне еще у нас стоит датчик-переключатель. Вот этот вот датчик. То есть, который переключает у нас с режима работы на бензине на режим работы на газе. Так, теперь вот этот заправочный штуцер у нас стоит в баке сделан. У многих, как я видел, стоит сзади под бампером, что очень неудобно, особенно в такое время года, в осенне-зимний период, осенне-весенне-зимний. У меня вот здесь вот стоит. Смотрите, очень удобно, то есть подъезжаешь на заправку, сюда переходник наворачивает и также заправляет как бензин. Не нужно корячиться, где-то там лазить и так далее. Заводится он на бензине, прогревается до рабочей температуры, потом автоматически переключается на газ. Что я могу сказать по поводу эксплуатации на газе? То есть многие говорят, там, ну, не раз слышал, у меня спрашивают, там, на СТО, когда был, говорит, плохо, ненадежно, он там двигатель сушит. Ну, ребята, объясните мне, пожалуйста, что там может сушить двигатель? Я вот уже на нем езжу, ну, 15 тысяч проехал. До меня сколько ездили, тоже не знаю, но пока проблем никаких абсолютно нету. Вот. По тому, что говорят, теряется в мощности при езде на газе, я тоже не ощущаю. То есть, ну, по идее, этот автомобиль не рассчитан для каких-то гонок, да, это не спортивный автомобиль. И чувствовать какую-то каждую там лошадку, допустим, уменьшилось там на 10 лошадей или на 20, ну, это как бы несерьезно. Да и не почувствуешь на нем. Я вам скажу, что, допустим, так, я что на бензине езжу, что на газе, у меня все одинаково. То есть у меня одинаково тянет, одинаковая скорость. Ну, скорость я на нем езжу, я вам скажу, так, средняя у меня скорость крейсерская 120-130 км в час. По более такой хорошей дороге. Ну, иногда бывает, да, и когда позволяет, есть возможность, позволяет дорога, вот, где-то порядка 160-170 км в час, вот, и ведет он себя адекватно, нормально. Вот. Конечно, как я уже говорил, этот автомобиль не для гонок, у него и с разгоном там, несмотря на то, что, допустим, такой объем двигателя, да, 4,7, здесь 235 лошадиных сил, тем не менее, то есть запаса мощности у него хватает, тяга есть, ну, по разгону, то есть, сами посмотрите, такая масса, 2,5 тонн под 3 тонны, чтобы ее разогнать с таким двигателем, ну, извините, но запаса мощности хватает, то есть, чтобы когда-то кого-то обогнать, идешь уверенно, знаешь, что у тебя все хватит, мощности хватит. В общем-то, такая штучка. Так, ну давайте перейдем к тому, что я здесь сделал после того, как я его купил. В
первую очередь я поменял лобовое стекло. Почему я его поменял? Потому что во время дождя, я не знаю, вот до этого меняли, и, видать, не очень качественно сделали, тут проклеили. И во время дождя на меня в салон капала вода. То есть вон там на полик. Вот. Пришлось переклеить это стекло. Ну, переклеить как? Поставить новое, китайское, конечно. Все мне переклеили, с гарантией поставили. В общем-то, я доволен. После этого уже сколько дождей было, и все нормально. Вот. А теперь, что я еще? Какие были проблемы? Это я для чего говорю? Для того, чтобы, если кто-то решится купить такой автомобиль, с чем может он столкнуться? Ну, я не говорю, что он там, если его купит, вы купите в отличном состоянии, там все идеально будет. Но по-любому что-то нужно будет делать. Потому что автомобиль не новый, вот, и нужно будет готовиться к каким-то затратам. Конечно, можно взять, вот, тупо ездить, капот не открывать, ездить до тех пор, пока что-то не сломается. И хорошо, если это будет несерьезная поломочка. Поэтому за автомобилем нужно следить. Вот. Что я ему сделал, что я поменял? Я поменял аккумулятор. То есть аккумулятор был уже такой, знаете, в критическом состоянии. Затем я поменял ему радиатор. Радиатор почему поменял? Потому что чуть-чуть там мокрило. Стоял уже тоже не оригинальный радиатор. Вот. Поставил я более такой бюджетный. Кому интересно будет, потом могу сказать, какой марки, не буду рекламировать. Ну, после этого я проехал, я говорю, 1015, пока полет нормальный. Самое главное, нужно подобрать вот эту крышечку, которая скидывает давление. Если вы поставите другую крышку, не соответствующую этому радиатору, этому объему радиатора, то у вас опять начнутся проблемы. То есть опять побежит, где-то выдавит, давление сработает и так далее. Вот, фары стоят рестайлинговые, то есть уже не родные, пластиковые, так называемые хрусталики. Недавно я поставил в эти фары ксенон, установил. Кстати, у меня об этом ролик есть, будет. Можете там посмотреть, как и что я ставил, какой ксенон брал. Теперь по поводу дисков. Смотрите, диски здесь стояли 20-дюймовые с низкопрофильными шинами. Шины были 285, профиль 50, R20 получается. Шины стояли китайские, что меня очень-очень расстраивало, возмущало. То есть и по поведению автомобиля на трассе, на дороге, на плохой дороге очень это все сказывалось. То есть приходилось как бы ловить автомобиль. Ну, очень плохо держал дорогу. А тем более при выезде на проселочную дорогу это вообще было. Вот, и докатался до того, что у меня лопнул диск. Я не заметил, проехал, ну, я не знаю, метров, наверное, 50 на спущенном колесе, и у меня заживало. В общем, в хлам эту шину пришлось выкинуть. Вот. И пришлось искать бэушную, то есть две нужно одинаково ставить на одну ось. Пришлось две шины взять. Это было все в поездке, не у себя дома, когда я летом в круиз съездил. Вот. Временно взял вот эти бэушные шины, поставил, то есть чтобы дотянуть до зимы. После этого я никуда не ездил. Ну как не ездил, по городу только перемещался. В принципе, для города эти диски неплохие. Не эти, вот, а которые до этого стояли. Я вам попозже покажу, какие именно стояли. Вот. А на зиму я взял 18-дюймовые диски. Соответственно, шины 285-60 R18. Вот. Разницу я сразу почувствовал. Ну, конечно, есть шины. Шины стоят Bridgestone. Вот конкретную модель тоже могу попозже сказать или в описании. Шипованные шины. Вот. Значит, у меня, соответственно, профиль увеличился, что сказалось на поведении машины, на поглощении всех неровностей, что меня очень порадовало. Вот. Так что от шин, от размера колес все зависит, я вам так скажу.
Низкопрофильно, я думаю, тут не стоит ставить. Ну, то есть это так, для понтов, для красоты, может быть. Ну, ездить, я не знаю, очень тяжело на таких шинах. Вот. А теперь по ходовке. Что я сделал? Когда я ее купил, ходовку проверяли мне и на нескольких СТО, и все в один голос утверждали, что с подвеской все отлично. То есть салимблоки, шаровые, все отлично, никаких зазоров, люфтов нет. Я вам скажу, что на этом автомобиле вы не узнаете эти зазоров, люфты. Ну, то есть при очень такой диагностике, где идет раскачка или на вибростенде, может быть, что-то вы увидите. А раскачка как идет? То есть вот встают несколько человек на вот этот порог, держась за верхние рейлинги, начинают качать. А один находится под автомобилем или сбоку и держит каждый шарнир рукой, и он должен почувствовать, есть ли там люфт, есть ли стук. То есть это для совсем таких опытных. При вывешивании автомобиля вы там ничего не видите. То есть здесь у нас подвеска устроена таким образом, что все шаровые соединения, салимблоки у нас зажаты, и никаких люфтов вы не увидите. Вот. Единственное, у меня было подозрение, ну, то есть у ребят, которые диагностировали, что салимблоки верхних, вот эти вот верхних рычагов как бы нужно поменять. Вот. В то время у меня с денежками небольшие были проблемы. Я решил сделать реставрацию. То есть, как бы тоже поспрашивал, поузнавал. Ну и сказали, можно, говорит, бюджетный вариант. Давай мы тебе поменяем салимблоки, сделаем из К700-овской резины. Вот. При снятии верхних рычагов обнаружилось, что у меня на этих верхних рычагах, вот эти вот, смотрите, шаровые опоры, оказывается, разбиты в хлам. То есть пальцы болтались, зазоры бешеные, люфты были. Вот. Там же, где мне делали салимблоки, они же мне и отреставрировали эти шаровые пальцы. То есть, ну, вы сами понимаете, сделали реставрацию верхних салимблоков, а нижние остались такие, какие они там были. Я не знаю, до меня там какие ставили, китайские там, или какие, может быть, родные. Вот. Все это сделали, геометрию сделали, и я поехал как бы в круиз. Круиз этот у меня насчитал где-то я по возвращении 5000 километров. Вот. За это время я намучился, я вам так скажу, с этими салимблоками. Эти салимблоки никакие практически, то есть они, ну, сами понимаете, К700-овская резина, как она может быть мягкой? Вот. Для чего предназначен салимблок? Для того, чтобы гасить всякие вибрации, колебания, да, то есть у нас рычаг амортизирует, в общем. Вот. А эта резина, она получается очень жесткая, и никакой амортизации нет. Неровности ты ощущаешь на себе. Вот. И допустим, когда по трассе идешь, какие-то вот неровности пошли на скорости, мне приходилось ловить автомобиль или снижать скорость до предела, я не знаю, чуть ли не останавливаться, чтобы нормально проехать этот участок дороги. Вот. Давайте капот закроем. Поэтому по приезду я решил полностью поменять все салимблоки, все шаровые, какие только есть. Поставил все оригинальное. Вот. И сейчас практически не нарадуюсь. Все выставили, машина ведет себя вообще идеально. То есть, ну как идеально, она и на автотрассе держит уверенно дорогу, то есть на большой скорости все четко идет, как влетая. И по плохой, по разбитой дороге то же самое. Она ведет себя адекватно, то есть там где-то подруливать, влавливать дорогу не приходится, все отлично. В общем, я очень доволен. Амортизаторы поставил тоже. Вот, в принципе, сейчас вот вы, наверное, увидели, вот желтые амортизаторы стоят. Это не усиленные амортизаторы,
Это тоже корейские амортизаторы. Вот. Ну, в принципе, ходят хорошо. Солеблоки я поменял везде, на продольных, поперечных тягах. Ну, полностью, где что можно было, везде все поменял. Так что, как-то так. Что еще можно сказать? Печка работает отлично. Сейчас вот зима. Вот. Ну, будем делать вылазки. Следите за моим каналом. Будем ездить на этом автомобиле по сугробам, по бездорожьям. Смотрите, какой пейзаж, какая красота. Мы будем выезжать, где можно, испытывать этот автомобиль. Так что подписывайтесь на мой канал, следите. У кого какие есть вопросы, задавайте. Буду отвечать то, что знаю. То есть этот автомобиль у меня во владении, так что проблем не будет. Я не беру его у кого-то на прокат там или для обзора. Так что все испытываем на своей шкуре, так сказать. Или можете вы подсказки какие-то давать, что-то где-то, что-то доделать, переделать. Я буду очень рад принять эти советы. И давайте вместе будем разбираться по планам на будущее по этому автомобилю. Что нужно мне сделать, что я собираюсь сделать. Я хочу поменять петли на дверях, вот на водительской, на пассажирской, потому что есть небольшие люфты, и при проезде каких-то неровностей, ну это уже при сильном бездорожье, есть небольшие стуки, скрипы, что очень тоже неприятно, раздражает, поэтому я хочу поменять. Я тоже сделаю обзор, как я буду менять, как буду покупать эти петли. Затем, что мне еще нужно сделать? Вот. Еще я хочу поменять вот это заднее стекло. Почему я его хочу поменять? Потому что, во-первых, здесь не работает обогрев. А почему он не работает? А потому что здесь была тонировка, вот смотрите, и какие-то, не знаю, кто предыдущие хозяева, там как-то это будет, надо быть совсем каким-то неучем, пытались сошкрести эту тонировку. Чем, я не знаю, но вот они остались полоски изнутри. Соответственно, сошкребли вот эти нити. И вот, во-первых, вид такой стал, знаете, ну, не знаю, сейчас на камере видно, не видно. А во-вторых, не работает обогрев. Вот. Поэтому я буду менять это стекло. Вот. Что еще? Ну, в принципе, тут у меня работа осталась только вот нужно будет подкрылок поменять. Передний подкрылок, вот он чуть-чуть обрезанный получился. Вот я задевал за колесо, его обрезали. И нужно будет сделать работы по салону. По салону это, в частности, или реставрация сидений. Вот смотрите, они, не знаю, видно, не видно, в каком состоянии. Вот эта вот водительская верхняя часть, вот здесь вот чуть-чуть, это вот здесь. Вот я хочу все это отреставрировать. Посмотрим, что можно будет. Потом сделать, наверное, аквапринт на вот эти вот части. Так, давайте выключу, чтобы не пищал. Ну, в принципе, тут все, да. Руль я делал, руль у меня тоже реставрацию сделали. Тут кожаный руль. Мне его зашпатлевали, обработали и покрасили. Но я вот на зиму одел еще вот такую оплетку кожаную. Более так получается руль потолще, удобнее держать. Вот. Ну, в принципе, все по салону. Да, еще нужно будет как-то решить вопрос с запасным колесом. Так как у нас вместо запаски стоит газовый баллон, соответственно, у меня запаска лежит в багажнике. В багажнике сейчас бардак, ладно, не будем показывать.
Вот. И как-то нужно будет решить, но я думаю, это к лету что-нибудь придумаем, сделаем. Вот так вот. На лето буду брать шины АТ-шные, всесезонки. То есть мне шоссейные шины ни к чему. Так, ну в принципе пока все. С фарами, как я сказал, уже фары на ближний свет я поставил Xenon 4300К. Свечение такое с желтоватым оттенком. В принципе, очень хорошее освещение. Особенно вот в такую погоду, в снег, в дождь, мокрый асфальт, это хорошо видно. Вот. На дальнем освещении на дальнее освещение я поставил светодиоды, LED-диоды с радиаторами охлаждения. Ну, то есть дальним светом практически не пользуюсь. Это дальний свет для того, чтобы там посигналить, кому-то поморгать. В противотуманках стоят тоже диоды, только простые. Ну, так чисто символически, для красоты. Вот в будущем я хочу тоже поставить Xenon. То есть очень хорошо помогает. Вот. Ну, в общем, на сегодня все. Ребята, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем дальше тестить машину по проходимости. Тут блокировочки, все есть. Понижайка, блокировки. Так что вот такой автомобильчик, вот такой был обзор, как бы нестандартный обзор. Смотрите, кому нравится этот автомобиль, пишите, рассказывайте, спрашивайте свои желания, что мне еще можно снять про него, что рассказать, где испытать, как испытать. Вот. Давайте, всем пока.